Всем привет! Меня зовут Оксаша, я художница, и сегодня я хочу поговорить о том, что такое современное искусство, зачем оно нужно, и дать 3 совета, как ходить на выставки. Нам всем иногда очень трудно понять, почему работа, которую мог бы сделать не то что ребенок, а которую мог бы не делать никто, и она уже была бы такой, является искусством. Живопись может напоминать какие-то детские каляки-маляки. Инсталляции могут быть сделаны из мятой одежды, из мусора. Скульптуры могут быть похожи на жеванную жвачку или какие-то кучи грязи. Это удивляет, когда мы сравниваем современное искусство с классическими полотнами, потому что концепция миметиса, концепция повторения природы в искусстве по определению доставляет зрителю удовольствие. Любому человеку приятно смотреть на произведение, напоминающее реальность, напоминающее природу. Художники, отказывающиеся от этого, тем самым рискуют не понравиться зрителю на современное искусство и не хотят, чтобы его любили. Скорее, художники пытаются достучаться. И если вы пришли на выставку, мой первый вам совет – постарайтесь полчаса потерпеть, постарайтесь полчаса понаходиться в заданном пространстве, и даже если это все напоминает вам просто кучу-кучу хлама, постарайтесь открыться новому опыту. Это всегда немножко сложно, но если полчаса прошли, и вас не зацепило, нет больше смысла. Нет смысла пытаться увлечься чем-то, если у вас совершенно изнутри этого не идет. Это значит, что искусство не сработало. Зачем делать так странно, так некрасиво? Вообще, современное искусство возникло как реакция на Вторую мировую войну, так как она стала точкой невозврата для всего человечества, когда стало понятно, что все наши красивые идеалы гуманизма, они не работают. И все стремление к совершенности формы, к красоте, в принципе, оказалось взаимосвязано с идеями национализма. И таким образом современное искусство — это освобождение от канонов, освобождение от того, что кто-то может решить за вас, что искусство, что не искусство. Мне кажется, совет номер 2. Придя на выставку современного искусства, постарайтесь не видеть там искусство. Забудьте это слово. Не стоит исходить каждый раз из того, что искусство — это что-то, что может сделать художник, и не могу сделать я, или это что-то красивое, или это что-то серьезное. Неважно. Самое главное, придя на выставку, постараться на ней быть, постараться оказаться в заданном пространстве и что-нибудь ощутить. И нужно понимать, что очень многие работы, которые сейчас нам кажутся фуфлом, скорее всего, действительно окажутся фуфлом. Но невозможно прийти к чему-то хорошему, не экспериментируя. Не бойтесь интерпретировать любые произведения так, как хочется вам. Но если вам интересно, и у вас возникает искреннее любопытство к судьбе художника, которая привела его к созданию именно этой кучи непонятно чего, вы можете углубиться в контекст, вы можете узнать биографию художника, но это не стоит на первом месте. Нет смысла поражаться тем, что вас не поражает, нет смысла проникаться чем-то, что изначально вас к себе не влечет. Третий совет, который я хотела бы дать, он довольно-таки экспериментальный, но и современное искусство, как мы выяснили, экспериментальное. Не фотографируйте работы. По крайней мере, первые полчаса. Мозг имеет свойство успокаиваться, когда он смог упорядочить информацию. Получается, вы увидели что-то, что потенциально может вас зацепить, но первым делом вы сделали кадр, и все. Постарайтесь сначала просто побыть рядом с работой и посмотреть, не доставая телефон, не начиная ничего гуглить, без всего вот этого лишнего, потому что самое главное в искусстве — это оно само. И потом, конечно, вы можете сделать фотографию на память, но вот первое впечатление должно быть чистым. Тогда, мне кажется, можно по-настоящему что-то ощутить, и тогда вы сами уже будете понимать, зачем современное искусство нужно. Этот вопрос отпадет. И с вами была Оксаша. Мне очень приятно, если вам понравилось это видео. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии о том, о чем еще мы хотели бы с вами поговорить. И всем пока-пока, хорошего вечера.